Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня я хочу позвать вас в интересное, увлекательное путешествие-прогулку по очень красивому месту, которое есть на нашем побережье. Почему я так решила записать такой ролик сегодня? Потому что в жизни у нас сейчас хватает разного негатива, каких-то грустных событий и прочее, и прочее. И хочется немножечко поднять настроение себе и вам, наверное, добавить немножечко гормона радости, эндорфина и просто показать красивые какие-то места. Тем более, что я знаю, что некоторым из вас нравятся такие путешествия, так же, как и нам. Думаю, что сегодня мы увидим красивые виды, водопады, какие-то растения, и это будет прекрасной копилочкой в базу ваших знаний про Испанию. Пойдемте погуляем. Итак, дорогие друзья, вы видите, какая красивая природа есть в некоторых местах. Вы видите водопад, сейчас мы с вами посмотрим немножечко поближе. Очень красивое место. Так, Алексей заполз, смотрите куда. Сейчас мы спросим, как водичка. Как вода? Где? Такие места очень красивые в Испании есть. Вот в жаркий день можно сюда прийти, спокойно насладиться тишиной, покоем, холодной водой. От водопада тоже может веять такой прохладой, просто посмотреть, погулять по дорожкам. Надевайте удобную обувь, потому что здесь подъемы и спуски, паркинги есть. У нас получился платный 5 евро, но если мы поедим в определенном ресторане, то это будет бесплатно. Паркингов много, но летом они могут быть, кстати, заполнены, потому что сейчас уже в основном все комплекту. Сейчас февраль месяц. Это учитывайте, лучше раньше выезжайте. Также зимой закрывается здесь все 15:30. Вход 4 евро со взрослого человека. Ну, давайте пройдемся, мы вам покажем немножко, что здесь есть. Летом здесь купаются где-то места, куда можно зайти, можно просто походить ногами по холодной воде. Достаточно интересные такие природные места, которые облагорожены дорожками, мосточками, вы видите. И то есть уже можно побродить. Но надевать надо хорошую обувь. Не боже мой, надевать какие-то туфли или сандали на скользящей подметке, сланцы, тапки такие, без пятки. Ну, кроссовки – самая лучшая обувь. Сейчас я попробую воду. А вода, кстати, не холодная, очень приятная вода. Вот здесь она прогретая. Ну, и помните о том, что все хотят здесь сфотографироваться, сделать фото-видео. Ну, как бы, уважайте друг друга, наверное. То есть давайте возможность каждому из нас сделать фото-видео какие-то и двигаться спокойно дальше. Сегодня достаточно тепло, вот сейчас градусов 20, наверное. И на подъезде, кстати, мы видели много нисперо, то есть это, я даже не знаю, мушмула, да, в Турции это называют тоже мушмула. Из этих плодов здесь продают различные варенья, различные вкусности, я не знаю, настойки. Может, мармеладки, настойки. Мы тоже это, наверное, посмотрим, когда будем отсюда выходить, так что кому интересно, смотрите дальше. Ну и вообще... Давайте поднимать друг другу настроение, то есть хотя бы такими позитивными природными видами.
Еще я хотела сказать, что путешествовать по Испании не обязательно летом, в пик сезона, июля-август. В принципе, если кто здесь живет, можно все время выгадывать минутку, выходной день и ездить по Испании даже зимой, потому что погода располагает к этому. Местечко это называется вот так. Для того, чтобы комфортно себя чувствовать, лучше носить спортивную обувь. И вот здесь мы летом даже спускались и ходили по воде. Ходили по воде, водичка такая была приятная летом, рыбка плавает. Вода, кстати, теплее, чем море. Вода очень теплая сейчас, да. Теплая зима, теплая вода. Очень красивый водопад вдоль лестницы. Можно смотреть. Очень красиво, вечер. да. Очень красиво. Релакс такой, да, немножко перезагрузка. Релакс и такая аллегория, да, что все вытекает, все невзгоды проходят, Болячки, все болячки тоже. плохое настроение. Вода вообще она способна очищать и успокаивать. И шум воды, шум ручья, шум водопада. Но летом здесь, конечно, очень-очень много народу, и бывает очень жарко ходить вот туда вот вверх по ступеням. А сейчас очень даже приятно. Вот такие здесь ступенечки. Ну, всегда приятно походить, погулять зимой. Такие сочные растения. Это плющ, из которого делают сироп от кашля. Летом тоже тут все прикрыто зеленью. Вот такие стопы можно делать по дороге, поизучать, что здесь растет, кто здесь водится, какие птички, что здесь можно встретить, какие насекомые. То есть, чтобы четко понимать, что тут есть. И главное, и справа, и слева везде струи воды. Лестница такая надежная. Ага, видишь, всякие популярности. Вот это фольгуэра какой-то. Это тоже чего-то.
Россиньоль. Россиньоль какой-то. О, еще одна смотровая площадка. На нашем пути уже третья смотровая площадка. То есть всегда так можно передохнуть и порелаксировать. Ой, ветерок такой дует приятный. Виды на горы. Удивительно, но этот февраль, эта зима у нас очень теплая в этом году, поэтому, в принципе, приятно путешествовать, перемещаться. И место это, наверное, было известно, да, людям с давних времен. Наверное, за водичкой ходили, а потом облагородили, сделали такое приятное место отдыха. И каждый может сюда зайти. Камыши растут, видишь, рядом. Или Что? Бамбук или камыши растут. Ну, это камыши, наверное. Ой, и там вода шумит. Как интересно. Вон она там, в гуще травы. Даже птиц не слышно. Настолько шумная вода. А небо, посмотрите, какое у нас сегодня красивое. 20 градусов. Теплынь. Почти что лето. А летом приятно в тени деревьев прогуляться здесь. Ветерок такой дует. Проспантус. Смотрите, какой зеленый. Из пещеры, из горной выходит вода. Интересно. Кстати, мы здесь купались. Здесь очень глубоко. Ну, а мы забрались на камень, чтобы посмотреть сверху на красивые горы. На красивые виды. Ну, как обычно, делаем маленький привал в горах и пьем чай с лимоном. Дорогие друзья, чай с лимоном, он всегда бодрит. Он немножко сладкий у нас. Вот такой у нас шикарный вид. Сегодня мы здесь гуляем в горушках. Очень красиво. А внизу течет вода. Классно. Да, сюда можно плавки брать. Да, здесь можно. Летом особенно. Зимой тоже хорошо. Так что, дорогие друзья, гуляйте на природе. Это шикарная перезагрузка для ваших мозгов, для нервной системы, успокоения. Ну, вообще перезагрузка просто. Если утром встаешь, что-то все плохо, голова болит, плохо выспался, еще что-то, какие-то проблемы с вечера и так далее, то, прогулявшись на природе, все как-то улетучивается. Солнышко, эндорфин, гормон счастья и радости.
Ну что, на привале в горах чай очень даже идет. Особенно горячий. Особенно горячий, особенно с лимоном, особенно вот с такими видами. У нас шикарная сегодня погода. Зелень такая. И шишечки. Ну, мы немножко передохнули, попили сладкий чаек и двинулись дальше. Вот по такой тенистой дороге. Под соснами. Небо голубое. Место, кстати, очень облагорожено. Есть туалеты, есть даже пункт первой помощи, если кому-то заплохеет. Ну, или кто подскользнется, мало ли. Знаете, какого цвета вода? Синяя-синяя. Глубоко, наверное. Отсюда, да, летом ныряют. Хотя везде вон там указатели, что нырять нельзя. Только вот в этом месте. Только здесь, наверное, можно. Поэтому будьте внимательны, осторожны. Ну и камни могут быть скользкие, собственно. Поэтому надо очень-очень аккуратно. Смотрите, какая красивая вода. Ну и кругом мостики такие вот деревянные, культурные, облагороженные. Смотри, как классно. Так, ну и Алексей прочитал вот тут вот на табличке, которая рядом с мусоркой, что запрещено нырять головой вниз. Ну это и понятно, кругом камни, в общем-то. Мальки. Красивая вода. Возвращаться здесь на солнце. Все чистенько, так хорошо. Угу. Ну, конечно, сделано все для людей. Все облагорожено, сделано скамеечки. Да, чтобы Можно посидеть. хэштеги правильно писали. Да, это место так называется. Можно делать фото и с этим хэштегом выкладывать. Ну или видео. А сейчас вообще прохладный ветерок такой дует. Смотрите, какая гора большая впереди, высокая. Приятно гулять. Летом, конечно, будет больше народу, наверное. Сейчас вообще благодать, можно сказать. Тихо, спокойно. Хорошее, красивое место. Кстати, вот это место мне напоминает чем-то, помнишь, в Геленджике, по-моему, мы бы где-то в горах гуляли, там точно так же водопад течет. Вот полянка здесь, я помню, мы тоже до купальников раздевались, пикник, в воде плавали, один в один местечко такое. Так что на планете мест много очень красивых.
стоит только посмотреть немножечко по сторонам. Вода какая чистая. Зарождение жизни на планете. А это кто будет? Лягушки? Да. Такая чистая вода, прозрачная. На удивление, она достаточно теплая. Я думала, прям ледяная будет. Кстати, все удобства. Да, На скале. я уже, да. Я уже сказала, что есть туалет и есть пункт первой помощи. Пластырь наклеить. Да. Сейчас воды вот в этом нет месте. А когда мы были летом, да, Да, мы вода здесь шли текла. по воде. А сейчас пешочком идем. Много туристов. А, 1900 год даже, представляете? Это уже существовало? Угу. В общем, интересно, тут все описано, все рассказано про это место. Я думаю, что Электростанции здесь ставили. да, жители, которые здесь живут, зрители нашего канала могут сами приехать и посмотреть, почитать и насладиться вот такими прелестными видами. Кстати, вроде речка ровная, а раз водопад. Угу. Удивительно красиво. Ну что тут? Proibido comer написано. То есть тут не разрешается. Сидеть, отдыхать, попить можно. Смотрите, какая сочная зелень. Красивые места. Красота. А, водяная гадюка. Водяная гадюка водится? Да. Ужас какой. Ракушки. Водомерки. То есть тут кто сейчас лезет в воду, не глядя. Крокодилы. Ну, маленькие. Да. Читайте таблички. Будьте бдительны. Смотрите, как хорошо в тени зеленых деревьев. Летом вообще просто тут, конечно, очень приятно. Прохлада от воды. Спуски везде есть вот такие. Можно спуститься к водичке.
отдохнуть, умыться, охладиться. Ну, в жару особенно приятно. В общем, это горная река, да? Которая... Река Альгар, да, и в виде порогов получаются такие водопады. Воду, наверное, и пили, и купались, и мылись, и поливали свои поля этой водой, орошали. Прохладно так, приятно. Сейчас пролезем. Вот почему я сказала, что надо надевать хорошую обувь, потому что здесь каменючки. И скала. И скала, да. Так, ну а мы, дорогие друзья, идем дальше. Ползем. Я бы сказал. Вот такие здесь дебри и камушки. Правда, кто-то успевает гадить. Нет, у кого-то Нет, упала. Карта упала. Хорошо. Ну, какая красота. Красиво, да, Леша? Очень. Горная река — это наше все. Кто был на озере Искандеркуль? Угу. Ну, отдаленно похоже. Вот такая дорожка. Как рождается река? А, это из родника река, да, рождается? Наверное, видимо, да. А, ну, горные какие-то родники, да? Угу. С этих сторон. Интересно. Помните, мы в Дени были, там подземная какая-то. Вот она, та самая высокая гора, которую мы видели издалека. Удивительно так, она внизу плющом обвита. Так она стала еще выше. Ну да. Этот мы видели. Отсюда мы поднимаемся и выходим к озеру. Угу. Большому. И в самом конце будет вот такое вот ущелье с огромным озером под ним. Угу.
Как вода? Прохладнее. Очень тепло. Да, там лучше была теплее. Но все равно теплая, ой, ниже. Но все равно теплая вода, скажи. Это что, родниковая. Приятно. Вода теплая, да. Теплее, чем море. Очень приятная вода. Вот вы ногами походить, да, немножко. Хотя люди вон там залезают. Сейчас я, наверное, попробую ногами в воду забраться. Дорогие друзья, ну водичка теплая, вот специально для вас попробовала и для себя тоже, чтобы потом не сожалеть. Единственное, неприятно по камням ногам, ну, ногами по камням ходить, так больновато с непривычки. Может быть, это и полезно, но, честно говоря, не очень. А вода очень приятная. Вода какая синяя, смотри. Друзья, ну а вот в этих парниках растет ниспера, про который я вам уже говорила в начале нашего похода сегодняшнего. И из него здесь продают много разного. То есть это такой сам по себе приятный такой, я не знаю, плод, который приятно поесть. Он так освежает, кисленький такой, сладко-кислый. Мусор выбрасывать по сторонам не обязательно. Здесь есть мусорки. Ну, это так, к слову. Вот. Ну, вообще, красиво. Такой шум, да, посмотри, Алексей. Вообще классно. Смотри, что туда. Здесь крутые. Держись. Нет, ты можешь снова зайти по кругу. А летом здесь ресторан работает, потому что с прекрасным видом, наверное, да? А вот, кстати, А написано, ресторан закрыт на каникулы. Сераду про вакасионес. февраль. Vacations, да, в феврале много. Ну вот, дорогие друзья, еще раз вам показываю. Вот там по лесенке мы гуляли, вверх поднимались, прошли круг и вот здесь вот вышли. То есть вот такой вот он, ну такое место прогулки. Конечно же, надо в хорошей обуви, надо подготовку. То есть тот, кто не любит по горушкам ходить, то, конечно, это не для вас. Может быть, или просто где-то вот здесь внизу погулять, не ходить далеко, посидеть на скамеечке. Может быть, в ресторане вот здесь вот, когда ресторан открыт. Ну и дальше вот этот водоем течет речка, течет. Ну и что хочется сказать. Люди всегда расселялись вдоль рек, вдоль водоемов, озер. Здесь была такая речка горная, родниковая. Балтею впадает Да. в море. Ну и поэтому логично, что здесь вот разные парники, поля, урожай. Они его поливают. Ну, приятные, красивые места. Ну, а мы идем на выход. За новыми путешествиями, Алексей. За новыми путешествиями, новыми эмоциями, красивыми местами. По секрету мы идем в ресторан кушать. А если кто-то знает еще красивые места на побережье, оставляйте ссылочки под видео, делитесь. Будет интересно. Ну, а если здесь вы были, тоже пишите. Понравилось вам это место или нет. Ниспера, да? Да, Зелененький. да. Ладно, скоро поспеет.
видел, какие эти пашни? Ну, а местные жители выращивают цветы. Смотрите, какая красота розы. Каланхоя, кстати, цветет вот. Справа красненькая. Вот это я не помню, как называется. Вот такой садик. Ой, розы даже там. Красивый. Домик, садик. Сейчас февраль месяц. Природа оживает, все зеленеет, цветет и пахнет. Туристов мало. И сейчас вот самое время прогуляться здесь спокойно, насладиться, не на жаре, когда голову ничего не печет. Солнышко есть? Да. Кстати, зоны такие, да, приятные? Ты заходишь в ресторан, можешь Да. поплавать. Всегда, Ну, то есть вот вы сходили, прогулялись. Внизу вы, кстати, можете зайти в ресторан. Ресторан с бассейном, правильно Алексей сказал. Можно посидеть, отдохнуть, поплавать. 5 евро стоит. Тикет 5 евро билет. Ну и сидишь, любуешься, питаешься, плаваешь летом. Достаточно такие менюшки. Цены гуманные, 6-8. Ну и паркинги. Вот приезжаешь, встаешь в паркинг и поднимаешься, Покупаешь апельсин. покупаешь апельсин. Ой, вот это, кстати, Ниспера. Вот. Вот они Давай продаются. покажем. Вот, кстати, что из него делают. Всякие ликерчики, наливочки. Hello. Hola. Buenas. Buenas. Джин. ¿Esta Perfecto. marmelada? Sí, esta mermelada es casera del restaurante, con estas naranjas. Ah, sí. Угу. А, Y- naranjas, y а todo este Ниспero. producto, todo lo de aquí, está elaborado con níspero. Es esta Ниспero, fruta de aquí. sí, sí, Es sí, sí. este Ниспero, árbol. sí, sí, sí. ¿Si lo conocen? Y Hemos probado Ниспero. Muy bien. Muy bien. Níspero muy bien para estómago. Sí, Para es estómago. como una especie de melocotón y naranja. Ah, juntos. sí. Es esta fruta de aquí. Вот, даже 40% Sí, тоже aquí Ниспero. tenemos, mire, tenemos Ah, varios, это- varios tipos de bebidas. И Ниспero, этот, миель, тоже Ну, из это этого тот фрукта. Mire, Ah, y esto tenemos тоже. Смотри. ginebras, tenemos crema como el Baileys. Sí. Tenemos Это como licor. ликер. Esto es como ликер. Jägermeister, parecido a estos dos. Ah. Este es vinagre y esto es snaps, aguardiente. А, шнапс. О, Vinagre. Es vinagre, como Уксус, el vinagre de ajá, Módena, sí, sí, sí. es muy dulce. Muy dulce. Muy interesante. Вот, такие вот у нас есть. Y si no, есть, mermeladas. Y una cosa muy curiosa, mermeladas. mire, no sé si han visto las redes por la carretera. Ah, Esas redes son para proteger la fruta, porque es muy delicada. Pues en las que son herméticas, le ponemos colmenas dentro y esta miel sale de allí. Ah. La única flor que toca es la del níspero. Ай, а вот это вот тоже интересно. Y esto, aquí como si fuera una galleta. Панель де Миель. Паналь де Миель называется. В общем-то, в сотах. Ой, Es как como la miel de здорово. azahar, es parecida. Кирилл. Conservantes y colorantes. Y esta es solo hervida al baño María y a la taza. Sí. Le dura menos, pero el sabor es más intenso. Так, что ты хочешь? Y esto lo usamos en el restaurante para hacer tartas y es muy bueno. М. Короче, ты решила такую маленькую баночку. Она у нас стоит сколько? 6,50. Ну, говорит, 6,50. Вот, можно побольше взять, можно поменьше. Вот такая. Интересно. Perfecto. Ниспера. Из Ниспера мы еще не пробовали. А это я сначала думал, что это Ниспера, а это, оказывается, из этого, Апельсина, из да? наранха, Угу. В общем, интересный такой магазинчик. Можете попробовать. Y si quieren una naranja de regalo, Классно. pueden comer. Estas ¿Los son, dos? para comer son muy dulces. ¿Esta? Ah. Sí. ¿A limón también Si de quieren árbol? coger un limón o dos, sin problema. Muchísimas gracias. Короче, нам, Esto es de regalo por la compra. нам, Ой. нам дали, короче, два. Muchas gracias. Nada, ustedes. Смотри, какой огромный, muy grande. Классно, классно. Короче, нас за баночку угостили еще Понятно, это подарок. и наранха. Перфекто. gracias. Muchas gracias. Que lo disfruten. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Так, вот мы купили баночку такую. Не хотел попробовать давно, Ну, он кстати. еще, кстати, сказал, что в ресторане там где-то можно все это попробовать. Там они делают эти какие-то эти, господи, десерты. А лимончики прям вообще свежие-свежие. И угостил лимонами и апельсинами. Вот так, дорогие друзья. Так что вот здесь можно прогуляться, зайти купить какие-то сувениры, вкусности вот такие из Ниспера, который здесь растет. А летом, соответственно, бассейны работают.
ресторанчики разные. Ну и сейчас Можно что-то целый день работает. приезжать. Ну, вот так вот люди живут. Вот у них всякие Он и показал, сады. что у меня, говорит, из моего сада это всё. вот сады, дома, ниспер у всех растет. Ну, и вот дорога, собственно, вверх туда, в то место, где мы гуляли сейчас. А это вот будет летом открыто, будет работать, наполнится водой. И вдоль дороги слева и справа идут парковки. На одной из них мы остановились, соответственно, за 5 евро. Вот такой вот курортик. Это Арсерии. Дон Знаете, Хуан. что еще цветет? Я не знаю, как это называется. Ну, такие растения. Конечно. Смотри, как интересно. Дорогие друзья, Алексей, видите, какую рекламу увидел? Не, я увидел, что писина гратис. Да, то есть Амьендо если вы есть. идете в ресторан, вот этот, который называется Дон Хуан, то еще и, соответственно, можете плавать бесплатно в бассейне, не надо ничего платить. Резервировать можно. Кто с детьми едет, вообще здорово. Пока взрослые сидят, Да, пробуют. резервировать по на телефону. стойку. Почему? Потому что летом, скорее всего, здесь будет, ну, просто яблоку некуда упасть. Поэтому, если вы летом хотите, записывайте телефон, звоните, резервируйте и будете, соответственно, из Нисперу пробовать еще и десерты. Вот то, что нам сказал вот этот вот продавец. Что это такое интересное? Это как, по-моему, как пустырник, но похож. Да? Я не знаю, что это за растение, но Это очень нет. красивое. Кто знает, пишите. Вот это хочу вам показать дома, чей-то дом Так вот, это он местного сказал, У меня, жителя. говорит, дом, у меня лимоны, говорит, растут. Ага. Вот как раз. Там тоже бассейн, такие, видите, сады. И здесь сады с лимонами. В общем, немножко даже можно полюбоваться местным колоритом местной жизни людей. Такая красота. Да, река Альгар, так вот она и течет. Смотрите, мы уже спустились, вышли. Вот она речка. Такая же чистая. Рестораны кругом. Ресторанчик. Да? О, авокадо, 1 килограмм 4 евро. Да. Какие хорошие. Тоже, наверное, здесь растут. Ну, конечно, в местном ресторане обязательно надо попробовать вот такое нисперо, как по-испански, да, с живым листиком. Десерт. Десерт такой. Ну и едем обратно, мы с прогулочки. Прогулялись. Уже вечер, 6 часов вечера, 16 градусов. Смотрите, какая зелень. Какие красивые у нас деревья. Это стоянка, заправка. Можно отдохнуть. Погода сегодня шикарная. Вот такая была прогулка сегодня замечательная у нас. Передохнем и поедем уже домой. Ну и все стоянки в Испании оборудованы для караванов. Здесь можно слить туалет, там заправиться водой. Так что вот там вот люди с караванами проделывают необходимые манипуляции. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, что вам, как обычно, понравилась наша прогулка и наше видео. Хочу всем сказать, что надо получать вокруг себя искать какие-то места, где можно зарядиться какой-то энергетикой. Обычно это природа, горы, море, может быть, снега, я не знаю. Но выходите, гуляйте чаще, узнавайте свой край, путешествуйте. И действительно, вот сегодня мы прошлись, получаешь огромный заряд бодрости, удовольствия, перезагрузки. Ты приближаешься к природе, чувствуешь себя частью природы, что это классно, это просто суперистично. Действительно, вот холодная вода, и шум воды, и солнце, и природа.
еще сейчас людей не так много. Поэтому, ну, это классно. В общем, я всем желаю удачи, добра, хорошего настроения. Берегите себя и увидимся вновь на нашем канале. Всем пока-пока. Адиос, амигос. Чао.